О, вы снова здесь? У меня есть для вас подарок. Держи. Добро пожаловать в безумие! Здравствуйте, дорогие молодожены. Женихи и женщины. Сегодня я готов вам представить новый видеоролик. Целуйтесь. Про свое детство в деревне. Ну вот что это за музыка играет? Я не понимаю, что за молодожены? О чем речь, братан? Ну ж типа счастье, здоровье, да, но чё, бля? Все, Валера, давай первоначальную локацию и поехали. Йо, чё, как, народ? Сегодня расскажу вам про жизнь в деревне. Как вы знаете, в деревне я жил 4 года, когда переехал в другую школу по своей инициативе наконец-то взяться за ум. Я хочу мемы. Чтобы сдать ЕГЭ. Но также в деревню ездил каждое лето, чтобы... родители отдохнули от меня. И я всегда был рад снова там оказаться, ведь я любил деревню. Спокойствие, шум деревьев. Женя! Что такое? Так ты все-таки гей или нет? Умиротворение, абсолютно простые люди и вкусные ягоды. Каждый раз, когда мы просыпались с Настей, мы бежали в огород смотреть, созрели ли ягоды в бабушкином огороде. Ассистент Анастасия, вы проанализировали их? Да, профессор Евгений, кажется, эта ягода еще зеленая, и ее не стоит кушать. Я ее скушал. Но почему, профессор Евгений? Мы же дети. Нашему организму абсолютно Блин, да ну нафиг эти ягоды, блин, лучше в Lost Ark поиграю. В Lost Ark подвезли обновление 2.0, которое изменило все. О господи, ты что, еще не знаешь, что ждет тебя в этом мире? В Lost Ark сделан большой фокус на исследование огромного и красивого мира, в котором нужно развивать своего персонажа и сражаться с монстрами, но можно соревноваться и с другими игроками. Lost Ark также предлагает занять себя и мирными делами, такими как рыбалка, охота и другое. Исследовать можно также и морские просторы. Герои смогут передвигаться на личных судах, которые можно прокачивать. Обновление принесло глобальные изменения. Теперь можно обзавестись собственным поместьем, приглашать жителей Акрасии, построить свою лабораторию для крафта предметов, снаряжайте экспедиции к новым континентам и собирайте друзей на вечеринки. В игру добавили новый континент Фейтон, несколько новых данжей и нового хранителя Эльбергас. И это не считая увеличенного левел-капа, новой системы прокачки, механики крафта, обновленного внутриигрового пролога и более сотни различных изменений. Ну а если ты боишься, что на раскачку уйдет много времени, не переживай, тебя ждет обновленная система ускоренной прокачки, которая позволит увидеть хай-левел контент как можно скорее. Но торопись, время акции ограничено. Так что если ты новый или старый игрок, переходи по ссылке, получай подарки и начинай свое путешествие в чарующий мир игры. Игра полностью переведена на русский язык и бесплатно. Продолжаем. Коровы. В нашей деревне было чрезвычайно много коров. Это была деревня коров. Помните, как-то раз я сказал то, что я смотрю всегда на ноги, когда иду? У этого есть причина. Причина огромная и, ну... Я должен это объяснять? Каждый вечер в 8 часов мы с бабушкой и с Настей забирали коров с каких-то полей. И каждый вечер я наблюдал, как миллион коров бегут на меня. И, блин, весело. Мы должны были искать свою корову, у которой был определенный номер, и приводить ее домой. И вот кто-кто, а Настя чертовски сильно боялась этих коров, потому что их было реально очень много. И вообще, как их можно не бояться, когда ты ростом в 2 миллиметра, а корова это огромная херня, на уме которой вообще непонятно что. Женя, кажется, она хочет меня забодать. С чего ты взяла? У нее на уме, скорее всего, сейчас бы мир посмотреть, блин, реально классный канал. Наш дедушка всегда говорил что-то вроде: Настя, почему ты боишься этих коров? Они ж тебе ничего не сделают. Посмотри на Женю, бери с него пример, он не боится их, он настоящий мужик. Да, я не боялся их. Я их чертовски боялся, блин! Но каждый раз я скрывал это, потому что я хотел выглядеть клево, и меня хвалили. Настя, ну что страшного в этом быке? Ну камон, он бежит на нас со скоростью 200 км в час. Ну и что в этом такого? Наверное, он бежит сказать: Ну чё, пацаны, погнали пиво пить. Как всегда загорожали. У меня с собой Балтика 9. А вот сейчас будет самая клевая история. Пристегните ремни. Как-то раз в один вечер я просто шел, гулял и подошел к одному парню, и он мне сказал: я слушаю Джастина Бибера, и мне нравится. И потом мы разошлись. Канал Мирби. Лучшие истории, а видео выходят раз в 2 года. По четвергам. В деревне я любил играть в Наруто со своими друзьями. Я не мог это сделать в своем поселке городского типа, потому что, ну, я как бы взрослый. И вообще, вчера мне исполнилось 92. Вот жизнь, блин,
пролетела. Бесились на полях, представляя, будто мы Наруто, Саски и Сакура. А трактор это, видимо, жаба. И каждый раз после просмотра серии я всегда хотел себе поменять героя. Ладно, ребята, теперь я буду Саски, он достаточно крутой. А я блондинка, наверное, я буду Наруто. Блин, реально. Блин, а за Саски реально клево играть. Да, а мне Наруто нравится. Ребята! Каждый достойный человек в деревне должен иметь свою кличку. Знакомьтесь, это Фока. Наша бабушка с дедушкой очень гостеприимные люди. И ни одно наше утро не обходилось без... Привет, родные, я Фока. Тарантул к вашим услугам. Ё-моё, гладки-взглядки, с вами Тарзан. О, все собрались, я Димка Срака. Твоя кличка, наверное, самая худшая. Они приходили к моей бабушке за самогоном. И обычно весь диалог выглядел вот так. Слушай, ну я не могу, я реально, я вот как бы... я много женщин в своей жизни видел, знаешь, но ты... О, да. Все закончилось, я не налью тебе. Но... Велик. Как-то в один из летних дней бабушка послала нас за хлебом. И я не знаю, существуют ли все еще такие велики. Надеюсь, нет, потому что это небезопасно. Хотя, возможно, они и не созданы для людей, я не знаю. Для чего они могут быть? Для собак? Мы купили хлеб. Какие приятные девочки. Я не буду ничего объяснять больше. Едем обратно, и я понимаю то, что Настя похудела. Настя, капец, я лечу на этом велике. Что такое легкое перо, бля? Я понимаю, что Насти нету. Настя? Что ж, это хорошо не закончится. Скорее всего, она сейчас будет плакать, и это плохо. Настя, все хорошо? Это было клево. Что ж, такой реакции я не ожидал, но это было клево. Это было клево. Да. Вот такая вот жизнь была у меня в деревне. Я не был там, наверное, аж целый год уже, поэтому я думаю, стоит съездить навестить. Ну а вы по классике можете поставить мне лайк и подписаться на мой канал, а также колокольчик. Бейте в него так, словно он колокольчик. В него бьют обычно, типа дын-дын, понимаете? Ой, а если вы хотите продолжение про деревню, то давайте наберем 300 тысяч лайков, и я что-нибудь еще выпущу про свою деревню. Пока. Вместе с Хансом бьет хвостом, 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 она блюет на пол. А в данный момент я хочу сказать привет новым зрителям. Надеюсь, вам нравится